В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина Buff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы на тестовом сервере. И вчера у нас произошел громкий анонс, нашумевший анонс по обновлению, по изменению талантов. И самый резонанс большой получило изменение таланта Рейты. Работа навыка полностью остается такой же, как и была, но здесь у нас появляется предписочка, что ограничение появляется у максимального лечения, и оно будет не более чем 150% максимального здоровья самой Рейты. Кто не знает, как работает лечение вот этого таланта, Рейта сама, как мы здесь видим в описании, наносит урон, и чем больше она его нанесет, тем больше лечения она осуществит, потому что она преобразовывает 100% урона в лечение. Причем оно распределяется между всеми союзниками поровну. И для того, чтобы понять, что же у нас будет после вступления этого изменения в силу, то есть сейчас на тестовом здесь такого изменения нету, у нас она работает как и раньше, давайте посмотрим, а сколько она вообще лечения осуществляла в бою. Здесь мы видим, что она одета максимум в атаку, крит шанса нету никакого крит урона, и у нее здесь второе пробуждение. На старте боя здесь у нас босс мало наносит урона, поэтому у нас все будет преобразовываться в щиты. Давайте посмотрим, сколько здесь щитов Рейта будет давать. 35 тысяч мы видели. Смотрим дальше. И здесь мы уже видим на второй цикл 42 тысячи каждому союзнику щитов она дала. Ну и давайте подумаем, на что мы сможем рассчитывать после вступления этого обновления в силу. Допустим, у Рейты будет в сумме 100 тысяч здоровья, то есть это можно собрать с тем условием, что мы не сильно потеряем по защите и по атаке. Это у нас получится 150 тысяч лечения, так как лимит у нас будет у этого таланта 150% от здоровья. А 150 тысяч лечения мы делим на 5, так как оно распределяется поровну, и получается по 30 тысяч на каждого союзника. Поэтому давайте снизим лечение Рейты до 30 тысяч на каждого союзника и посмотрим, насколько изменятся показатели по урону за бой. И вы знаете, я не смог этого сделать. Я просто не смог этого сделать. Я максимально ей снизил атаку, посмотрите. Просто базовая и 340 сверху. То есть все, что смог, я убрал с атакой. Я даже оружие поставил без прокачки. И что у нас происходит? Первый абсолютный навык 28 тысяч. Да, вроде бы показатели нужные. А теперь смотрим второй цикл, второе использование навыка. Хопа, 45 тысяч. 45 тысяч. У нее атака изменилась на более чем 3000, а лечение вообще не поменялось. Посмотрите, 45 тысяч, 46 тысяч. Но я не могу ничего сделать. Я просто не могу никак потестировать это до того, как это изменение вступит в силу. Ну, допустим, я просто снизил ей атаку, хотя как-то атака вообще на лечение никак не повлияла. Это странно, потому что у нее обязан был упасть урон. Но он не упал, и лечение у нас 45 тысяч, здравствуйте. Я, конечно, могу попробовать убрать еще и 2 пробуждения, хотя они на урон не влияли, они влияли на выживаемость, то есть там снижение урона идет. Без пробуждения у нас получается по лечению то же самое, 30 тысяч на старте, и потом у нас, я так понимаю, будет опять же 45. Ну, либо 42, сколько там. Ну, видим, 33 тысячи, кстати. Давайте еще раз, для закрепления уже. Ну, 40 тысяч. Ну, вот так вот. То есть плавает в зависимости от количества ослаблений на противников. В зависимости от количества усилений и ослаблений у нас плавает, конечно, урон и, соответственно, лечение. Ну, давайте попробуем так, а что? У меня другого варианта пока нету, потестировать. Ну и команда яда, соответственно, у нас умирает раньше, 24 400. И снова умерло раньше, 23, почти 400. Здесь уже получше, 26, опять же, умерли все. Здесь дожили, но урона, как видим, нету, да, 24 всего. Ну и давайте посмотрим в бою, как они тут под конец боя, что у них здесь происходит. Щиты здесь, конечно же, будут поменьше, потому что здоровье сильно просевшее, и, соответственно, до щитов почти уже не доходит. Но при этом видим, что лечение она осуществляет, вот, допустим, по ловкачу уже не посмотрим, по твичу. То есть полное здоровье восстанавливает ему, плюс и еще дает щиты. Ну, то есть, да, есть такая проблемка, что у Рейты очень высокое лечение, причем это без пробуждений. Помимо этого у нее еще очень много всего в навыках, да, то есть и снятие ослаблений полное, и штраф атаки массовый с боевого причем, и баф защиты, снижение урона у нее вообще великолепно, и продление ослаблений, то есть у нее действительно много функций, и возможно, что ее стоило приспустить, так сказать, на землю. Главное, чтобы это не стало для нее, каким-то роковым таким приговором. Главное, чтобы она осталась играбельная. Лечение у нее, видим, 6000 идет в секунду. У того же Маштора, правда, он на 5-м пробуждении 7600, то есть еще больше. Хотя он здесь делит это лечение вместе с серво. Серво очень много щитов дает.
Не знаю даже, можно это как-то оценить, либо нет. В общем, 25 миллионов они нанесли. Без вот этих вот ограничений, да, на втором пробуждении, они наносили 28 с копейками. Там 28 500, то есть на 3 миллиарда больше, то есть жили дольше. Сколько же мы сможем ей собрать здоровья, учитывая, что мы, допустим, посох ей оставляем? Хотя вполне возможно, что он ей уже не понадобится, потому что лечение для накладывания высокого количества щитов уже у нее не хватит. Вполне возможно, что не хватит. Я здесь сделал, посмотрите, что я сделал. То есть очки здоровья. Ну, здесь, правда, не так, чтобы много, здесь все в защиту ушло. Очки здоровья, то есть совершенствование стихий. Здесь очки здоровья, здесь, пожалуйста, и здесь целых 3. И у меня получилось 110 тысяч. При этом я потерял ускорение навыков. Атаки у меня вообще нету, но, как мы заметили, что-то как-то она совсем не влияет на то, сколько она лечения либо щитов дает. Ну, либо влияет, но заметно меньше, чем я, допустим, думал. Ну, то есть лечение ей поднять, в принципе, можно будет. Там до 30, допустим, где-то 5, там, я не знаю, до 40 тысяч. Единственное, что как при этом сохранить необходимое количество там точности. Иногда нам нужно сопротивление, да, еще при этом выкручивать. Часто у нас еще и ускорение навыков требуется. Это уже вопрос. То есть явно рейте жить, точнее команде вместе с одной рейтой будет сложнее. И проблемы со снаряжением и с выживаемостью появятся. Есть, конечно, у нас некоторые люди, да, у которых там 5-я рейта, допустим, либо там 4-я, если там артефакт взять, ее эксклюзивный. Я даже до сих пор не знаю, нужен он либо не нужен, потому что все играют через щиты. Пока что. У таких людей, может быть, проблем будет меньше, потому что здесь уже получается почти 130 тысяч. Ну и, соответственно, защита у нее тоже выросла. Как и точность. Таким людям, возможно, сильно что-то менять, да, в поведении команды не придется. Ну а вот без пробуждений будет уже заметно сложнее. Насколько сложнее? Что ж, скоро увидим. Совсем на ней крест я очень сомневаюсь, что придется ставить. Я думаю, что она вполне себе останется очень сильным персонажем, который сможет, хорошо держать команду. Единственное, что реализовывать это будет гораздо сложнее, особенно без пробуждений. Плюс ко всему, я думаю, что чаще придется ставить второго героя поддержки ей в помощь. А может быть и нет. Скоро узнаем. 20 числа у нас в Китае приходит это обновление. У нас пока что никаких анонсов не было, но мы знаем, что да, после Китая у нас это довольно-таки быстро уже приходит. Так что это неизбежно. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.